Почему одни люди худые, стройные, здоровые, а другие полные, толстые и больные? Ведь мы все рождаемся в нормальном весе, ну, приблизительно 3–4,5 килограмм. Сегодня, дорогие мои, я хочу с вами поделиться своей историей, о которой вы уже давно меня просите, как я похудела на 27 килограмм за 5 месяцев. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги-бестселлера «Гармония и счастье через осознанное питание». Мы рождаемся, как я уже сказала, где-то от 3, нормальный вес, да, у нас до 4,5. Мы никто, ну просто никто из нас не весит 10–20 килограмм, и вот мы уже предрасположены к полноте. Моя история была такая, что когда мне исполнился ровно год, мой вес был 16 килограмм 300 грамм. Для тех, у кого еще нет деток, такой вес где-то должен быть у ребеночка, ну, к годам 4. И вы можете себе представить, каким я была ребенком. Я не влазила ни в одни туфельки, мне все разрезали. В общем, я была безобразно толстой. И кто еще не знает, я расскажу, что наша жировая клетка делится именно у ребеночка до года и в период полового созревания. То есть, если вы раскармливаете ребенка до года, то обязательно 99,9% того, что этот ваш ребенок будет иметь склонность к полноте или же ожирению. Так вот, всю свою жизнь я боролась с лишним весом. Мою жизнь осознанную. То есть я начала где-то в 15 лет, когда я понимала, что что-то со мной не так, что я какая-то не такая, и я сама себе не нравлюсь в зеркале. В общем, в 15 лет я села на первую диету. И как сейчас я помню, эта диета была цитрусовая, которая состояла из апельсинов и грейпфрутов. На 3-й день этой диеты, я ничего не ела, только вот эти вот цитрусовые, я попадаю в больницу, и меня промывают, потому что у меня была бешеная аллергия, я ужасно отекла, покрылась пятнами, опухла, в общем, это было ужасно. Но, казалось бы, уже плохой результат, остановись. Ну, ребенок, подросток, я на этом не остановилась, я продолжала экспериментировать. От одной диеты, от какой-то яичной, гречневой, потом тогда была очень модная диета долиной, в общем, там какая-то картошка с кефиром, ну, безумие полное. Я все это перепробовала. И вот свою взрослую жизнь я этим самым и продолжала заниматься. Диета Аткинса, диета Дюкана, кремлевская диета, чего я только не пробовала, какие-то лепестки, чередование. В общем, я теряла, так, знаете, 5 килограмм, потом приезжала с отпуска, плюс 7 килограмм. Или же мне нужно было лететь куда-нибудь на выставку, я сидела неделю на бонском супе, ничего не ела кроме него, такой мочегонный супчик, знаете, наверное, слышали об этом тоже. Все, похудела на 5 килограмм, полетела на выставку куда-нибудь там в Бостон или еще куда-нибудь. Прилетаю, после того, как там были всякие ресепшн, все так хорошо, красиво, встречи, шампанское, лобстеры, устрицы. Через неделю, после того, как я возвращалась с командировки, у меня было плюс 7 или плюс 8 килограмм. То есть мой вес постоянно качался, постоянно плюс-минус, минус-плюс. И я жила в ужасных таких условиях, ежовых таких рукавицах. И это при всем при том, что я очень люблю готовить и готовила для всей семьи, но мои дети, осторожно, внимание, вот здесь вот, все это наблюдали. И особенно будьте осторожны с девочками, потому что девочки, они, глядя на такую маму, как вот я была, у них уже делается какое-то искаженное представление о том, как нужно питаться, и это впоследствии может вызвать расстройство пищевого поведения. Поэтому, пожалуйста, осторожно, не экспериментируйте, не повторяйте моих ошибок, которые я совершила в свое время. В общем, что я только не делала, вес качался, и вроде как я была, понимаете, не с ожирением. То есть я была такой, знаете, пухленькой, аппетитненькой, как у нас раньше говорили. У меня не было чрезмерных каких-то там килограммов. И в один прекрасный момент в моей жизни произошли очень тяжелые обстоятельства. Мой папа серьезно заболел. И к тому же еще у меня был развод.
И буквально в течение очень-очень короткого времени я вдруг как бы раздулась, отекла, и, можно даже так сказать, расплылась, что ли. В общем, мои дети на меня так смотрели, все боялись что-либо там сказать или же спросить, что со мной происходит, что с моим весом происходит. Но я-то тоже видела себя в зеркале, и я страшно себе не нравилась. На меня одежда уже не налазила моя, настроение мое стало ужасным. В общем, это был какой-то ад. И я пошла к врачу. Я пошла к эндокринологу, сдала все анализы. И вот он мне подписывает приговор. Говорит, что Вика, так и так, у тебя нарушен углеводный баланс, у тебя инсулинорезистентность и у тебя еще преддиабет. И если ты сейчас за себя не возьмешься, то ты сядешь на инсулин и будешь до конца своих дней сидеть и колоть этот инсулин и во всем себя ограничивать. Придя домой, я, конечно же, очень была расстроена, не знала, что со мной такое происходит, я таких даже слов не знала. Ну, диабет я-то слышала, да, но что такое инсулинорезистентность или нарушение этого самого углеводного баланса, я знать не знала. В общем, я погрустила дня два, поела какие-то там плюшки, грусть, тоску свою заедала какими-то печенюшками, конфетками, но начала как-то подходить к этому вопросу с более такой адекватной точки зрения. Я начала читать и интересоваться, что же это такое, вот эти вот 3 термина, которые мне врач продиктовал. Я начала читать очень много научной литературы на русском, украинском, на польском, на английском, на датских языках. Я это все прям поглощала, читала, изучала, конспектировала. Мне это все очень было интересно и нравилось этим заниматься. В общем, я немножечко как бы успокоилась, подключила медитацию, и с чего я начала свое похудение, свой здоровый образ жизни. Прежде всего, я исключила продукты с высоким гликемическим индексом. Что это такое за продукты? Значит, это те продукты, которые вызывают скачок инсулина. Инсулин – это гормон, который отправляет сахар в наши клетки, и клетки вырабатывают из него энергию. Заметьте, когда выбрасывается вот этот самый гормон инсулин, процесс жиросжигания у нас останавливается. Поэтому на стадии снижения веса нам необходимо прежде всего употреблять те продукты, которые имеют гликемический индекс ниже 50. Перечень всех этих продуктов, табличку я вам оставлю в подарок под этим видео. По ссылочке копируйте, открывайте и смотрите, что и как. Это была как бы главная такая отправная точка. То есть я исключила все продукты, которые были выше 50, и начала замечать за собой то, что отечность стала уходить, и я стала как бы лучше себя чувствовать. Второе правило – я перестала кусочничать. То есть, когда мы кушаем постоянно, вроде бы немножко, здесь конфетку, там печенечко, там котлетку, и, в общем, как-то все время мы что-то там подхватываем, то у нас инсулиновые скачки происходят регулярно, постоянно. И, естественно, смотрим пункт 1, наш вот этот самый углеводный баланс снижается, и мы начинаем набирать вес. Третий пункт – это необходимо соблюдать режим питания. То есть я себе просто-напросто составила такой график. Завтрак, обед, ужин и перекус. Если вы не можете обойтись без 2 перекусов, то это должно быть максимум, что у вас может быть в течение дня. И вы должны обязательно питаться вот именно по этому режиму. Завтрак, к примеру, там у вас в 7 утра, потом какой-то перекус, фрукт с орешком, может быть, там в 10, в 10:30, обед где-то в 1 дня. Если вы не можете еще без одного перекуса, где-то в 3 часа, в 3:30, еще один полезный перекус. Это должно быть обязательно уже протеин с каким-то овощем. Например, маленькая фрикаделька, которую вы положили в сладкий перец, то есть у вас такой гамбургер получится. Вы не переедите, и вместе с тем вы тоже насытитесь. Кстати, смотрите все полезные перекусы по вот этой вот ссылочке. Там их миллион разных вариантов. Ну и, конечно же,
обязательно ужин. Ужин должен быть не позже, чем за 4-5 часов. Я вам Америку этим самым сообщением никак не открываю, но обязательно тоже делайте вот это вот пищевое окно, чтобы вы не переедали перед сном. На ужин необходимо кушать белки и овощи. Это очень и очень важно, причем белки должны быть такие легкие. Это не должен быть какой-то тибон стейк или антрикот говяжий, понимаете. Возьмите что-нибудь такое легкое мяско и обязательно овощи. Касательно овощей. Каждый прием пищи вы должны включить клетчатку, то, что является овощами. Овощи могут быть как салат свежий, с зеленью обязательно, так и тушеные овощи. Кстати, на ужин лучше взять даже вот тушеные овощи какие-то или на гриле, или же как-то можно их в духовке запечь. Вот такие вот овощи очень-очень полезны к ужину. Да? Каждый прием пищи, повторюсь, начинаем с овощей. Вот прям берете пиалу или там тарелку, половина тарелки должно быть у вас именно овощей. И начинаем нашу трапезу именно с овощей или же там салата. Немножечко полезных углеводов. Углеводы какие у нас полезные, длинные? Это цельнозерновые. Рис, паста, макароны, может быть гречка, но опять же немного, буквально пару ложек, и какой-то белок. Мясо или птица, или да, курица, тоже птица, да? Рыба. Вот. Так мы комбинируем свою тарелку. Еще очень и очень важное правило. Много лет тому назад я проходила тоже, опять же, очередной там курс похудения у нас в Дании, и у нас есть такая диетолог, ее зовут Лена Хенсон. И она уже там лет 25 тому назад везде вещала о том, что должно быть раздельное питание. В общем, там она так разделяла, что вообще просто невозможно понять. Но тем не менее, я вернулась к изучению ее работ и взяла за правило также в свою же систему, в свое питание. Нельзя смешивать углеводы с животными жирами. То есть это как? Что это значит? Вы, даже если ваши углеводы длинные, если это там цельнозерновая какая-то крупа, ни в коем случае нельзя есть макароны с мясом, к примеру, да? Или же нельзя есть гречку с рыбой. Это все нужно комбинировать именно так. Если это у вас гарнир, какая-то каша, то вы должны ее сочетать с овощами. Или со свежими, или с тушеными, или с пареными, как угодно. И то же самое мы делаем с мясом, с белками. Сочетаем это все с салатами и с овощами. И это будет самая такая грамотная комбинация, которая, во-первых, наладит ваш пищеварительный тракт. Если у вас есть какие-то проблемы с запорами, например, или же с бактериальной средой вашего желудка, кишечника, то же самое. Вы очень-очень быстро почувствуете хороший такой результат, если вы начнете комбинировать свои блюда именно таким образом. Вода. Это очень и очень важный пункт. Я почему-то раньше никогда не имела чувства жажды. То есть я пила только кофе, чай, опять кофе, вот такое вот. Но воду я вот никогда не хотела. Очень и очень важно иметь в нашем организме, который состоит на 97% из воды, вот эту самую воду, чтобы у вас не было обезвоживания. Когда у вас уже начинается вот это чувство жажды, это первый признак того, что у вас процесс пошел обезвоживания. Посмотрите также, загляните в унитаз, какого цвета у вас моча. Если она темная, первый признак того, что вы мало пьете воды. Моча должна быть светлая, прозрачная, и вы должны обязательно пить воду от 1,5 до 2 литров воды, если вы не весите там за 150 килограмм. Тогда это все нужно рассчитывать вместе с вашим врачом и диетологом, сколько миллилитров на каждый килограмм вашего веса вам необходимо потреблять в течение дня. Но нормально вы должны потреблять 1 стакан воды за 15 минут до первого приема пищи и до каждого приема пищи. Утро, конечно, начинать нужно же со стакана теплой воды с лимоном и с имбирем. Это очень хорошо, будет разгонять обмен веществ и будете хорошо себя чувствовать, у вас будет прилив такой энергии.
И после еды вы можете опять пить воду, чистую воду, ну, где-то спустя 40-45 минут. Соблюдайте этот пищевой режим, и ваш процесс похудения тоже будет как бы ускоряться. Ни в коем случае вечером не ешьте никаких углеводов. Вот я почему-то в свое время думала, ну вот сейчас хорошо после ужина, что-нибудь хочется такой вот чем-то полакомиться. Ну, съем я апельсинку или яблочко. Ну, что тут такого? Ну, фрукты. Это же бескалорийно, это полезно, это витамины, это та же самая клетчатка. Но, дорогие мои, нельзя забывать о том, что фрукты – это тоже углеводы. Они также поднимут сахар в нашей крови. И что мы получим от углеводов? Это что такое? Они нам дают энергию, а вечером перед сном нам эта энергия не нужна. Мы должны идти спать и отдыхать. И, конечно же, эта ненужная организму энергия пойдет куда? Правильно, в жировые клетки, в жир. И мы будем с вами набирать еще больше вес. Так что вот эти вот маленькие правила очень и очень мне в свое время помогли. И самое главное, вот такими буквами прям напишите себе. Ни в коем случае нельзя голодать. Почему? Потому что когда мы голодаем, наш организм такой начинает делаться тревожным и, не понимает, что с ним происходит, и начинает все это, когда вы уже что-нибудь поедите, да, вот вы поголодали, посидели на какой-то диете строго, и потом думаете, ну все, хорошо, у меня уже минус 5 килограмм, теперь я могу немножечко себе добавлять что-нибудь вкусненького. И как только ваш организм увидит это вкусненькое, все это пойдет в жировое депо. И вы опять, вот как и я, набирать будете эти самые сброшенные килограммы, плюс еще 2-3. И еще у нас есть в организме такая очень и очень умная функция, которая называется гомеостаз. Это, если простым языком объяснить, такой, знаете, функция, которая отвечает за баланс нашего организма, за температуру нашего тела, которая должна быть 36,6, за наше давление, которое тоже должно быть без скачков вверх-вниз. И как только мы садимся на вот эту строгую диету, как только мы начинаем себя общемлять в чем-то, мы недополучаем или недодаем нашему организму нужные ему жиры, микро-макроэлементы и все остальное, гомеостаз сразу же начинает реагировать. А что случилось? А что произойдет? Он не понимает, когда его покормят наш организм, сколько вы будете голодать, какое время. Поэтому не балуйтесь с этими диетами. Это вам никак и ничем не поможет, а только наоборот у вас будут вот эти вот скачки и возвращение этих килограммов, вы будете терять мотивацию, вам не захочется ничего, вы будете думать, вот я не такая, как все, там Клара похудела, вот ей эта диета помогла, мне это не поможет. Мы все исключительно индивидуальны. И нужно прислушиваться к своему организму и попробуйте то, что я вам сказала, применить, включить в свою жизнь. Ну и, конечно же, помимо всех этих советов, необходимо движение. Это очень важно, потому что движение – это жизнь. И если вы не любите заниматься спортом, то хотя бы выходите на улицу, гуляйте, дышите свежим воздухом, и это вам будет приносить только пользу, и ваш организм будет вам очень и очень благодарен. И вы знаете, после того, как я начала терять вот эти килограммы, я успокоилась, в голове навела порядок, моя система вот таким макаром и родилась. И я начала, значит, я похудела, все начали на меня смотреть, ух ты, а что такое, а какая диета? Я говорю, это не диета, это вот я делаю так и так, все вышеперечисленное. И начали мои подруги тоже так питаться, они тоже начали худеть. Потом подруги моей мамы похудели. И когда уже столько человек, я вижу, вокруг меня преобразилось и поздоровели, и похудели. Кстати, у меня все мои параметры, которые были плохие по анализам, они восстановились. У меня исчезла вот эта вот самая инсулинорезистентность, и преддиабет, и мой углеводный баланс выровнялся. И все, энергия появилась, я похорошела, я помолодела. И жизнь стала прекрасной, удивительной.
И родилась моя система осознанного питания Nordic Balance, по которой я потом написала свою любимую книгу для вас всех. Ну и естественно, после того, как я всех постройнела, я решила получить образование диетолога и нутрициолога в нашем королевстве Дании. И я училась 4 года, потому что я не могла себе позволить стройнить других без каких-то научных доказательств и так далее, дипломов. И я получила эту специальность. И очень рада, потому что я обожаю то, что я делаю. И теперь у меня клиентов по всему миру более 10 тысяч человек. Все довольные, все счастливые. Я провожу курсы. Я понимаю, что и как у нас в организме работает. И я считаю своей миссией делиться с вами своими знаниями. Поэтому я сегодня здесь. И я приготовила для вас еще один подарок, который вы найдете по ссылочке под этим самым же видео. Бесплатный вебинар, который называется «Ешь и худей». Там я вам расскажу о том, какие психологические причины влияют на набор веса и почему мы начинаем набирать вес и как нам от него избавиться, вот именно от этих самых навязчивых каких-то идей и других странных и интересных моментов. Дорогие мои, спасибо большое, что и сегодня были у меня в гостях. Я вас всех очень люблю. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, стройности. И оставляйте в комментариях свои истории, как вы похудели, что вас натолкнуло на то, чтобы как бы осознать, что что-то с вами не так, и нужно что-то с вашей жизнью делать, что-то изменить в ней. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии, я на каждый абсолютно отвечу. И до новых встреч, мои дорогие. Всех обняла, люблю вас, ваша Виктория. Пока.